Мозг Будды. Рик Хансон, Ричард Мендиус. Нейропсихология счастья, любви и мудрости. Предисловие. Книга «Мозг Будды» предлагает нам использовать силу внимания, чтобы улучшить нашу жизнь и отношения с другими людьми. Объединив мудрость буддийских созерцательных практик и современные открытия в области нейробиологии, Рик Хансон и Ричард Мендиус создали путеводитель, который шаг за шагом проведет вас по пути пробуждения сознания. Революционные научные открытия доказали, что мозг взрослого человека может изменяться на протяжении всей его жизни. Хотя многие нейробиологи ранее заявляли, что сознание есть не более чем активность мозга, сегодня мы можем взглянуть на это по-новому. Если мы будем рассматривать сознание как материализованный процесс, управляющий потоком энергии и информации, станет понятно, что его можно использовать для изменения нашего мозга. Суть проста. То, на чем мы сосредотачиваемся, может напрямую менять активность и структуру нашего мозга. Главное знать, как использовать это понимание для улучшения собственной жизни. Мы откроем для себя еще одну новую точку зрения. Наши отношения друг с другом лежат в основе работы нашего сознания и являются ключевым аспектом здоровья мозга. Социальные связи формируют нервные соединения, из которых состоит наш мозг. Получается, что то, как мы общаемся, напрямую влияет на структуру мозга и поддержание баланса в жизни. Ученые доказали, когда мы развиваем в себе сострадание и осознанное внимание, то есть когда мы отказываемся от осуждения и живем полностью в настоящем, то мы используем социальные нервные цепи и благодаря этому можем изменить свои отношения даже с самими собой. Авторам этой книги удалось связать воедино буддийские практики, развивающиеся в течение 2000 лет, и новые открытия, объясняющие механизмы работы мозга. Они предлагают путеводитель по сознательному изменению себя. Жизнь часто подталкивает нас переключаться в режим автопилота, выполняя несколько задач одновременно, заполнять окружающий мир избытком информации и придерживаться постоянного расписания. Все это ведет к перенапряжению. Желание притормозить превратилось в насущную потребность, но немногие пытаются ее удовлетворить. Книга «Мозг Будды» предлагает сделать глубокий вдох и подумать, почему нам нужно замедлиться, найти гармонию, улучшить отношения с другими и с самим собой. Предложенные в этой книге упражнения основаны на практиках, которые эффективно помогают нам становиться более внимательными и жизнерадостными. Они усилят нашу способность сопереживать. Если можно сознательно изменить мозг с помощью этих практик, то чего же еще нам желать? И самое подходящее для этого время прямо сейчас. Авторы книги «Мозг Будды» Рик Хансон и Ричард Мендиус предлагают простые практические способы использования основополагающей мудрости учений Будды. Говоря на языке современных научных исследований, они предлагают читателю открыть для себя тайны сознания, по-новому интерпретируя древние учения о практике внутренней медитации. «Мозг Будды» успешно объединяет классические учения с революционными открытиями в области нейробиологии, которая начала научно подтверждать способность человека к осознанности, состраданию и саморегуляции, на чем и основывается учение о созерцании. Читая эту книгу, вы не только составите представление о нейробиологии, но также узнаете практические способы улучшения своего благополучия, достижения умиротворенности. Вы познакомитесь с новыми мудрыми способами смотреть на жизнь и с биологическими основаниями для развития этой мудрости. Эта книга поможет лучше понять, как работает наш разум, а также разобраться с неврологическими основами счастья, сочувствия и взаимозависимости.
Учение, лежащее в основе каждой главы, благородные истины, являющиеся фундаментом для осознанности, добродетели и любящей доброты. Будда щедро предлагает каждому понимать их по-своему. Практики, связанные с каждым учением, одновременно понятны и аутентичны. По сути, подобные упражнения вам предложили бы выполнять в любых храмах медитации. Эта книга расскажет о том, как понять механизмы работы собственного мозга и обрести больше счастья, любви и мудрости. Перед вами беспрецедентное исследование области пересечения психологии, неврологии и созерцательных практик. Мы провели его, чтобы ответить на два вопроса. Какие состояния мозга лежат в основе счастья, любви и мудрости? Как сознательно стимулировать и усилить эти позитивные состояния мозга? В итоге у вас в руках оказался этот путеводитель по мозгу с огромным количеством инструментов, которые вы сможете использовать для постепенного изменения к лучшему. Ричард – невролог, а я – нейропсихолог. Хотя непосредственно написанием этой книги занимался в основном я, Ричард долгое время был моим соавтором и партнером по обучению. Его способность понять суть механизмов работы мозга с медицинской точки зрения красной нитью проходит через всю эту книгу. Эта книга познакомит вас с эффективными способами работы со сложными состояниями сознания, в том числе со стрессом, подавленностью, отвлекаемостью, проблемами в отношениях, тревогой, грустью и злостью. Но в первую очередь мы будем рассматривать вопросы, связанные с благополучием, психологическим ростом и духовными практиками. Тысячелетиями созерцатели, олимпийские чемпионы тренировки мозга изучали разум человека. Мы возьмем самую широкую, известную созерцательную традицию – буддизм, и разберем ее методы работы с разумом, чтобы показать, какие пути ведут к счастью, любви и мудрости. Никто не имеет полного представления о мозге Будды или любого другого человека, но мы все больше узнаем о том, как стимулировать и усиливать нервные связи, лежащие в основе полных радости состояний души. Как пользоваться этой книгой? Чтобы читать эту книгу, вам не нужны знания по нейробиологии, психологии или медитации. В ней сплетены разнообразные данные и методы, как в инструкции по эксплуатации вашего мозга с приложенными к нему инструментами. Мозг – это удивительное явление природы. Именно поэтому мы собрали значительный объем современных научных данных, связанных с ним. Но чтобы не превращать эту книгу в учебник, мы упростили описание нервной деятельности и сосредоточились на наиболее существенных для рассматриваемой темы особенностях. Однако, если вам интереснее практические упражнения, научные разделы вы можете просто пробежать глазами. Безусловно, и психология, и неврология еще совсем молодые науки, и мы не все понимаем в этих сферах. Честно говоря, мы выбрали в некоторой степени оппортунистический подход, сосредоточились на методах, для которых есть правдоподобное научное объяснение насчет того, как они активируют нервные сети удовлетворения, доброты и умиротворенности. Эти методы включают в себя управляемую медитацию. Инструкции для подобных упражнений довольно гибкие и звучат скорее поэтично, нежели прямолинейно и точно. Вы можете подойти к ним по-разному, просто прочесть их и обдумать, частично привнести их в медитативные практики, которыми уже занимаетесь, проработать их друг с другом, записать инструкции и выполнить задания самостоятельно. Все инструкции – это не более чем предложения. Вы можете делать между ними любые паузы. Нельзя медитировать неправильно. Делайте все так, как вы считаете нужным. Единственное, в чем я полностью уверен, так это в том, что маленькими шажками можно добиться больших изменений в жизни. Я видел, как это снова и снова случалось с людьми, с которыми я работал как психолог или как преподаватель медитации. Я лично испытал это на себе. Это действительно возможно.
Каждый день легонько подталкивать себя в правильном и нужном направлении. И понемногу, изменяя свой мозг, в конечном итоге вы измените свою жизнь.